Умер Василич. Вся деревня собралась проводить его в последний путь. Но похороны внезапно остановились. У гроба стоял огромный волк и не подпускал никого. Когда мужчины попытались закрыть крышку, зверь зарычал так, что все отступили. А спустя несколько минут стало ясно, если бы не этот волк, человека похоронили бы заживо. В глухом селе под Москвой Василича знали все. Когда-то он жил в городе, но много лет назад оставил шумную жизнь и перебрался подальше от суеты. Жил один среди леса и тишины. Людей сторонился, но был честным и справедливым. Его уважали за труд, за характер и за умение жить в согласии с природой. Но в тот день у его дома происходило странное. У открытого гроба стоял волк, огромный, с темно-серой шерстью и желтыми, почти светящимися глазами. Он будто вырос из тени и не отходил ни на шаг. Это было не просто присутствие. Зверь охранял тело. Стоило кому-то приблизиться или попытаться закрыть крышку, как из его груди вырывался глухой, утробный рык, от которого у людей по спине пробегал холод. Сельчане переглядывались, но никто не решался подойти ближе. Родственники Василича стояли в стороне, растерянные и испуганные. Они редко его навещали. И теперь все происходящее казалось им чем-то пугающим и необъяснимым. Лесник Степан, крепкий и опытный мужчина, мрачно наблюдал за волком. Он уже подумывал сходить за ружьем. «Похоже, зверь обезумел», – тихо сказал он. Но в деревне знали историю этого волка. Его звали Гром. Несколько лет назад Василич нашел его в лесу, еще молодого, израненного, попавшего в капкан браконьеров. Лапа была изуродована, зверь почти не двигался и только тихо рычал от боли. Любой другой прошел бы мимо, но Василич освободил его, принес к себе, обработал раны и долго выхаживал. Все были уверены, как только поправится, волк уйдет. Но Гром остался. Он жил рядом, уходил в лес и всегда возвращался. Часто его видели у дома, как будто сторожил. Со временем волк стал тенью Василича, сопровождал его в тайге, появлялся из ниоткуда и снова исчезал среди деревьев. И теперь он стоял у гроба, но странно было не только это. Гром не нападал, он не бросался на людей без причины, он скулил, тихо, почти по-человечески, царапал пол когтями и своим телом загораживал гроб, будто пытался что-то сказать. Напряжение в комнате росло. «Так нельзя», — сказал кто-то. «Надо хоронить». Степан шагнул вперед. Волк мгновенно поднял голову и зарычал. Мужчины уже собирались оттащить его силой, когда Гром вдруг наклонился к гробу. Он осторожно лизнул руку Василича, потом еще раз, и вдруг издал протяжный, пронзительный вой, от которого у всех внутри все сжалось. И в этот момент произошло невозможное. Веки Василича едва заметно дрогнули. Сначала никто не поверил. Решили, показалось, но через секунду он тяжело втянул воздух. Кто-то закричал. Василич был жив. Позже выяснилось, что у него был редкий недуг, приступы глубокого летаргического сна. О них знала только его покойная жена, но после ее смерти никто не помнил. Пульс был настолько слабым, что все решили, он умер. Но Гром почувствовал то, что не смогли люди. Он услышал слабое биение сердца и не дал похоронить своего человека заживо. Вечером в доме стояла тишина. Люди сидели молча, не глядя друг другу в глаза. Каждый думал об одном и том же. Они едва не совершили страшную ошибку. А у камина сидел Василич. Укутанный в теплый плед, он медленно гладил густую шерсть волка. Гром лежал рядом, положив голову ему на колени. Иногда за жизнь борются не люди, иногда звери.